Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыл это видео и оказался на канале Таро Нему. Таро расклад. Как изменится ваша жизнь, а что изменит вас? На пороге каких событий вы стоите? Или что или кто идет в вашу жизнь? Давайте с вами узнаем. И иногда достаточно заблудиться, чтобы найти свой путь. Пройти словно еще раз уже знакомой дорогой вторично, чтобы увидеть мир, обстоятельства другими глазами. Вот давайте узнаем, ну, как знаки судьбы достанем. Пусть нам карты, каждая карта будет как знак судьбы, который поможет вам прояснить дальнейшее путешествие во времени. И это может стать как ключом к разгадке или развязыванию узла каких-то внутренних противоречий. Давайте попробуем увидеть привычные вещи с новой точки зрения. И на самом деле так. Наша жизнь, она не широкое шоссе с какими-то обозначенными указателями. Не все должно контролироваться, не все должно решаться немедленно. Давайте допустим, что сила – это не только сопротивление, да, или вот настойчивость такая, знаете, такая яростная. Нет, сила – это знание, когда отпустить, а когда изменить направление, а когда, может быть, и довериться чему-то большему, чем повседневность, к тому, чему мы привыкли. Вот, наверное, карты Таро как инструмент, это как друзья, инструмент к самопознанию или подсказки альтернативных вариантов развития событий. Очень в тему, потому что мы с вами проживаем в то время, когда будет, и уже сейчас где-то есть, неважно в какой точке земного шара вы находитесь, пятерка жезлов – это всегда, я так называю, карта информационного хаоса. Поверьте, мы с вами еще столкнемся с таким потоком информации, когда нам будет казаться, ну надо же, да, вот мы как оторопели, неожиданно. Но в то же время нам нужно эту информацию постоянно перепроверять. То, что нам транслируют сегодня или сегодня утром, к вечеру тут тоже может измениться. В принципе, правильно работать с информацией. И пока я делаю видео, у нас Уран в Тельце, вообще в ретро-движении. А с 26 апреля 26 года это Уран в Близнецах. Вот это новые цифровые технологии. Вообще какой-то совершенно другой информационное как поле или пространство. Адаптация наша, перемены, которые, наверное, я так могу предположить, где-то к концу апреля словно время ускорится. И то, что мы вчера еще говорили, нет, сегодня уже очень даже может быть. Ну ладно, давайте мы с вами узнаем, чтобы вы могли определить, стоит дальше смотреть или в принципе нет. Кто же вы, что о вас расскажут карты и чью историю об изменениях нам продолжат. Вы, как знаете, что-то завершаете. Может быть, для кого-то буквально вопросы переезда. Как будто вот так собрались. Ну, тут не скажешь налегке, потому что девушка явно собрала, ну, свои такие нехитрые пожитки. Нет чего-то грандиозного, но, тем не менее, не совсем налегке она уходит из прошлого. И ведь 10 – это всегда завершение. То есть какой-то жизненный этап уже все подошел к концу. Вы уже как первые шаги делаете в будущем. Но пока, наверное, на ощупь. Но самое главное, что от чего-то вы устали. Что-то вам надоело. Вот, кстати, физически усталость, она присутствует по этой карте. И где-то нам сразу говорят, если вы вот чувствуете разбитость, когда вы чувствуете, что, ну, знаете, где-то день напоминает день сурка. Вот может быть и так, хотя не совсем это об этом карта. Но такое бывает, эмоциональное выгорание, которое как раз и строится на том, что у нас такой своеобразный день сурка наступает. Когда мы превратились на какое-то время словно робот, да, в робота этого. Мы себе сказали, я должен или я должна выдержать. Да, карта будет говорить, сил хватит, ты выдержишь. Но наступает время избавления от того, что уже не важно, потому что тебе придется еще где-то собрать волю в кулак, да. Но продолжить нужно только то, что для вас имеет прогресс, смысл на будущее. Может быть, это вы сейчас, вот конкретно кто-то, пересматривает свои
обязательства, может быть, и обязанности. Может быть, это когда вы постоянно кому-то помогали. Вот теперь вы именно потому что такое состояние, когда вы не чувствуете сил. Или явно этих сил недостаточно. Кто-то уже всерьез задумался, а сколько я буду тянуть вот эту вязанку на себе, да, и уже как-то мне совсем нехорошо, мне неудобно, меня не хватит для моих каких-то дел, для моей мечты. Вот здесь мы о себе вдруг вспоминаем, сколько этих дорог уже было пройдено, сколько чего мы вывезли, вынесли буквально на своих плечах. Вот такой момент перезагрузки. Вот как будто у вас сейчас. Соответственно, и карта выбора. Выбор сложный. Может быть, для кого-то из вас выбор двух направлений. Это может быть как та история, которая уже как бы и началась, и продолжается, и есть как бы две сферы интересов. И направо, и налево. Может быть, это у вас сейчас дела напоминает, как будто нужно и одно не упустить, и во втором не опоздать. Но тогда вы уже чувствуете, вот опять же, да, мне как-то, ну, нужно правильно трансформировать свои силы во что-то одно. А если приходится два направления какое-то время сохранять, значит, у вас тысяча каких-то потусторонних дел, когда или вы кому-то помогаете, или вы по доброте душевной, ну, в какой-то вопрос, как будто вникли, взяли на себя какую-то меру ответственности, но все равно вот нужно пересмотреть. Оно так дальше не будет продолжаться. Кстати, это, знаете, нам характеризует человека, который настолько ответственен за своих близких, за свою семью, за все то, что любимо, дорого. Может быть, вам самим еще буквально придется, вот я говорю, переезд, поездка, смена места жительства. Куда? Может быть, даже такие вопросы, вот кто меня смотрит. Куда я пойду? Где я останусь? Где вы, может быть, уже ищете какое-то место, да, рассматриваете разные варианты, квартиру, апартаменты, дом, у кого тут что. Может быть, это отчасти связано и с работой, потому что жезл все-таки это больше в основе лежит рабочая ситуация. Или откуда мы получаем деньги, ну, как средства заработков, да. Ну, вот каким-то образом это увязано. Вот у вас сейчас какая-то стоит дилемма, может быть, буквально работа, финансы и личная жизнь. Или место вашего пребывания. У кого-то работа на дому, может быть и так. Но здесь именно, что нам хотят о вас сказать карты. Вы ведь действительно две десятки. Очень много чего сделали для своих близких. Может быть, вы в принципе человек, ну, нам показывают по десятке чаш и где-то десятка жезлов. Это ведь нужно решиться на то, чтобы себя посвятить организации чьей-то жизни или участию в чьей-то жизни. Пусть это даже люди близкие, но все равно рано или поздно мы начинаем задумываться, а что лично для меня сейчас. Особенно мы начинаем задумываться, когда чувствуем, что силы-то вот уже на исходе, например, да, две десятки. Вот тут, правда, сила на исходе. Это в целом. И у кого-то по работе на исходе, а у кого-то еще и личная история. Вот вроде бы карта счастья, но предыдущие две карты и усталости это тоже. Может быть, вы хотите просто, дети выросли, вы хотите разъехаться. Вот у кого-то и такая проблема. Потому как дети, хоть они и взрослые, и наши вроде дети, но все равно это зрелая личность, если именно они уже достигли определенного возраста. У них свои планы, у них свои интересы. А для более взрослого поколения это все равно другой спектр интересов в жизни. Но чего бы тут ни касалось, тут, правда, идет какое-то завершение и неизбежно, и как и этот самый выбор, и колесо фортуны. Может быть, это и вы отчасти надеетесь где-то, колесо вам вот этой фортуны именно помогает. Вы можете быть очень интуитивным человеком, потому что, ведь знаете, это то, что нигде не прописано. Это то, что невидимо глазу. Это просто где-то через ощущение приходит к нам, что вот-вот что-то будет меняться. Может быть, кстати, вы уже инициировали одно какое-то дело,
а потом была долгая либо пауза, либо много было работы, может быть, вас не устраивал буквально какой-то материальный эквивалент, или какие-то были еще ограничения, вы решаетесь или решились вот буквально недавно действовать в каком-то новом направлении. Но здесь как бы с другой стороны, вот эта прежняя история, там тоже что-то начало меняться, и вы теперь словно на перепутье, на этом выборе, так куда же я иду, направо или налево? И надо сказать, тут направо что-то интересное у вас складывается, потому как я допускаю, что какой-то период, может быть, это в неделе или в какие-то месяцы будет выкладываться, да, вам нужно и одно как будто завершать, перестроить, реструктурировать. И второе это нельзя никак упустить, понимаете? Потому что когда карта колеса фортуны выпадает, это, ну, как вам высшие силы помогают. Назовите это не случайная случайность. И что это такое? Это когда нас жизнь сводит с нужными людьми. Или мы случайно оказываемся в нужном месте в нужное время. Или информацию какую-то находим нужную, начинаем дополнительно, может быть, узнавать по этой информации, откуда ноги растут. И пусть это не на 100% мы принимаем, тут нужно никак не замечтаться, это точно. Тут на авось нельзя надеяться, тут нужно, вот если у кого-то совпадает, что вы надеетесь, что просто завтра оно что-то перевернется, нет, вряд ли. Тут нужно как-то будет действовать самому, причем совершенно по-новому. 20. Прежние методы работать не будут. Вот нам об этом и говорят. Поэтому, может быть, и выбор у кого-то сложен, потому что и как прежде уже я не хочу, уже я устала. А как дальше, тут тоже как бы уже пороговое значение в будущее. И держать баланс нам карта говорит. Поэтому тут есть действительно либо две задумки, либо есть две темы, либо у кого-то из вас в отношениях, мои дорогие. Хоть ни одна карта не говорит о любовном треугольнике, но, может быть, прежняя история, она была со знаком минус. Утрачено окончательно взаимопонимание. И пусть это даже были оформлены отношения, да, у кого-то был брак, может быть, долгое количество времени, лет, но потом вот ничем не закончились, какая-то незавершенная она еще пока история, да, по крайней мере, важные разговоры еще как будто либо они не проведены, либо что-то есть еще, что вас удерживает. Но и с другой-то стороны, может быть, у вас, тем не менее, уже какие-то новые отношения или новое знакомство. И вот это где-то развилка и в личной жизни у кого-то есть. Что нам еще о вас скажут? Вот понимаете, ведь по сути дела колесо фортуны– это шанс к трансформации чего-то нам знакомого. Может быть, или в каком-то новом ключе даже наши задумки, наши планы, наши мечты должны пойти. Но эта карта не исключает того, особенно потому что шестерка чаш, какие-то мечты должны стать явью. Конечно, в этой карте, особенно в этой колоде, дружба, мои дорогие. И может быть это именно пересмотр отношений, все то, что я только что сказала. У кого-то была семья, остались дети. Быстро, ну как-то тут есть то, что уже сложилось до этого времени. Иногда, особенно теперь, наверное, такая ситуация, когда, ну, меняется составляющая семьи, скажем это так, обтекаемо, в силу разных причин. В силу, может быть, событий непреодолимых каких-то. И раз судьба меняется, значит, может быть, потом, и мы понимаем, что нет, мы-то идем вперед, как будто, да, а тем не менее ряд вопросов еще требует, чтобы мы их как-то очень слаженно переложили на новые рельсы. Вот я тут вижу, кто-то из вас действительно состоятся отношения или нет. Сумеем мы договориться или нет. Или у кого-то из вас сейчас вопрос, на кого я могу рассчитывать, на кого я могу положиться. Кто-то выбирает именно, может быть, и ищет партнеров. Или пусть это не совсем партнерские отношения, а когда вы ищете буквально людей надежных, проверенных или официальных лиц. Такое ведь тоже может быть. Потому что есть явно какая-то проблема, путаница, она должна быть устранена. И даже если мы какое-то время, ну, как будто будем сидеть на двух стульях, и вашем, и нашем. Или одно что-то не бросим, а второе, тем не менее, мы начнем. Вот так тоже бывает.
И вот этот баланс достаточно сложно держать. Но тогда миролюбие, где-то умение договариваться, может быть, вы это уже чувствуете. Вам будет во благо, что у вас происходит прямо сейчас. Ну, наверное, неизбежно, да? Как будто пора всплывать, так на карте нам изображено. Как будто мы слишком задержались в каком-то застое или в какой-то прежней ситуации. Карта «Страшный суд», избавление от боли, избавление от страданий. Вот тут даже если был какой-то конфликт, да, иногда бывает такое по двойке мечей, вот тут его лучше нейтрализовать. Потому что, ну, худой мир лучше доброй ссоры. Как будто какая-то история подходит к концу. В этом, да, высшие силы действительно помогают. Может быть, закопать топор войны. Да, но я имею в виду иносказательно, чисто. Хотя я надеюсь, что везде будет мир, мои дорогие, это правда. И к этому, кстати, есть и планетарные предпосылки, и одновременно нумерология. Но как это быстро произойдет, да, мы ведь не можем сидеть и просто ждать. Тут что-то нужно делать самому. Самому выбрать направление и в этом уже направлении и двигаться, что-то предпринимать. Под лежачий камень вода не течет. Но, тем не менее, высшие силы тут тоже помогают, чтобы в нашей жизни было больше радости, меньше разочарований, чтобы мы могли, может быть, даже кто-то из вас, из очень сложной ситуации, тем не менее, вот говорили, всплывать пора, вот оттолкнувшись, может быть, от этого дна, тем не менее, всплывать на поверхность. Вот как-то сложно пошло у нас, да, так серьезные арканы у вас выпали, мои дорогие, и вроде бы двойка мечей, мелкий аркан, да, совсем мелкий, двойка, но тем не менее, эмоционально это путаница. Ладно, на пороге каких событий вы стоите, мои дорогие, давайте узнаем. Возможно, чего вы не видите пока, потому что тут сложно что-то предусмотреть, да, вот первый ряд нам говорит. Вот это да. Но тут могут быть и какие-то контакты, как и с сильными мира сего, явно тут официальные лица, ведь всегда император – это прообраз, как и людей, которые призваны, ну, что-то решать, да, где-то это мир ответственности, мои дорогие, может быть, это и вам, на пороге каких событий вы стоите, вам придется взять ответственность, как минимум за свою жизнь. Но вы можете и также обращаться в организации, учреждения, потому что решение чисто вашего вопроса требует ряда согласований. И тогда у вас это получается. Может быть, это есть конкретный человек, с которым был спор. Договориться сложно. Потому что проходит, я говорю часто в своих раскладах, по императору есть два мнения, мое и неправильное. Но, видимо, вам придется быть мудрым императором, в принципе, потому что мудрый император знает, он не влияет на людское мнение раз и на обстоятельства два. Но вот постоянно корректируя какие-то планы, ваша цель, ваше желание, мои дорогие, будет достигнуто. Да точно, вот смотрите, тут явно что-то новое приходит. Кто-то из вас получит извещение или получит какой-то документ, получит весточку от конкретного человека, может быть, от третьих лиц каких-то, да, но каким-то образом для вас это будет тоже прояснение вопроса. Может быть, это вы получите какую-то информацию, причем впереди аркан император. И стало быть, это что-то официальное. Это не есть что-то, знаете как, может быть, наверное. Нет, тут вы долженствующую, достоверную какую-то информацию получите совсем скоро. На пороге каких событий вы стоите? Но это, наверное, как новая точка отсчета. Тройка пентаклей. Всегда любая тройка, карта будущего. Здесь мы что-то учим, разбираемся в каком-то вопросе, теме. Или пытаемся, может быть, освоить какие-то новые навыки, как научиться жить по-новому. А кто-то будет из вас буквально дополнительный источник дохода. Развивать, искать. Потому как не на последнем месте у вас действительно сейчас стоит вопрос денег. И деньги – один из способов взаимодействия с миром. Поэтому для того, чтобы вы осуществили какие-то планы, вам нужно быть ресурсным. И ведь это тоже ресурсы. Но это когда мы свои знания, умения, навыки, да, или ремесло мы перекладываем на нашу жизнь, на обстоятельства. И тогда эквивалент денежный к нам и приходит, когда мы развиваем свои, по сути дела, таланты. И это будет иметь для нас какой-то плюс,
как плата за наши ресурсы, за наше участие в виде финансов. На пороге каких событий вы стоите? У кого-то смена работы, смена сферы деятельности или буквально учеба. И не обязательно, что вы пойдете и сядете за парту и в университете долгое время. Нет, тут мы быстро чему-то можем учиться по этой карте. Может быть, курсы какие-то или получение сертификатов, каких-то документов. Вот вам будет необходимо и для этого пройти какие-то краткосрочные курсы обучения, да, чтобы что-то подтвердить, как какой-то документ. И рыцарь жезлов вообще говорит, приготовьтесь к неожиданностям. Но, кстати, это когда нам нравится этот жизненный драйв. Явно не болото. Будет что-то в вашей жизни, что, знаете, будет служить новым источником вдохновения. Может быть, как раз это будет связано с какой-то информацией, и вы понимаете, я сделал все правильно или сделала все правильно. Или, да, вот есть та тема, которой стоит заниматься. И если вот, как в этой первой карте, да, так устало бредет наша девушка, а вот рыцарь жезлов нет, тут уже и налегке где-то, да, и когда мы понимаем четко, что для нас имеет смысл, а что уже точно не имеет. Я бы даже сказала, наступает тот период, когда вот, может быть, будет связано с документом или какой-то новостью, или важной бумагой, когда вы, как знаете, стряхнете с себя вот это прошлое, которое вас удерживало в тисках. Почему? Потому что тут мы, в принципе, две карты движения. Вот в чем меняется, если мы говорим колесо фортуны. Мы даже предсказать не можем, насколько быстро колесо событий закрутится совсем скоро. Это придет на ваш порог буквально. Может быть, это вот именно эта новость, но будьте готовы, легки на подъем, правда, и сами куда-то поехать и не отложить на потом. Карта смелости отчасти, потому что мы как новой дорогой идем. Мы там, либо конкретное место мы там не были, но в силу разных причин мы начали рассматривать и это место. У кого-то вопросы по дому, но может быть по работе. Релокация офиса, может быть и так. Или по работе вас, ну как вы, может быть, искали работу, и кто-то откликнется, это будет совсем не в том месте, где вы это планировали. Вот такие метаморфозы практически идут на ваш порог. Что еще идет на ваш порог? Ну, наверное, вот абсолютно все то, что я говорила. Аркан Колесница подтверждает. Кто из вас, допустим, думает, да, или собирается, планирует куда-то поехать, отправиться, и причем я не об отдыхе, нет, потому что колесница – это вообще-то карта успеха. Это приложенные усилия, и это наша цель. И вот это та цель, которую мы достигаем. Но если по аркану страшный суд, нам говорят, все, не вспоминая о прошлом. Может быть, некоторые вехи прошлого ты оставишь как именно ситуацию. Но это уже не имеет значения, потому что методы другие, обстановка другая, обстоятельства другие. А аркан Колесница в Торе ты говорит, не оглядывайся назад. Ты уже как будто возничий этой колесницы. И если ты смотришь назад, так куда ж тебя понесут лошади? Поэтому конкретно движение, карта и еще одна. И если вы сейчас смотрите где-то вот все то, что мы сказали по первому ряду, у вас совпадает. Вот эта двойственность, да, как бы два направления, сложный какой-то выбор, то, скорее всего, тут у вас какой-то пойдет прогресс. И словно пространство ускоряется, время ускоряется, мои дорогие. И вот-вот это уже время выруливать на обгон. Но до этого обгона мы сами как будто должны еще попасть на эту дорогу или это шоссе. Мы еще пока где-то, ну, далеко от этого пункта, да, основного находимся. Может быть, вот именно какие-то документы нам и стоит согласовать, получить, еще с чем-то провзаимодействовать. И стало быть, все то, что происходило в вашей жизни, это был период подготовки. Но на пороге каких событий вы стоите? Будете надеяться сами на себя, правда, мои дорогие? И по этой карте королева жезлов, как раз у нас аркан страшный суд, она проходила очень сложный путь из проб и ошибок. Может быть, и в вашей жизни прежде были, знаете, не просто взлеты, но много и падений.
Но каждый раз с колен подымалась королева жезлов. И вот именно прежний опыт ее научил себя беречь. С собой зря не рисковать. И поэтому она правильно работает с информацией. Мы с вами об этом уже говорили. Это первое. И второе. Она умеет хранить молчание. Она умеет хранить секреты свои и чужие. Вам четко дают карты подсказку на последующий период. Ну, может быть, буквально сейчас. Чем меньше знают о тебе люди, тем больше тебе будет удаваться. Тем ты будешь спокойнее спать буквально, и тем более ты будешь уверенным в самим себе. Вот этот черный кот возле ног королевы как раз и говорит, что счастье и удачу любит тишину. И если вы задумали какой-то проект, или если вы задумали какую-то тему, не проболтайтесь. И если вам даже сложно принять решение, поверьте, люди вам не помогут. Еще больше будет путаницы, еще больше будет какого-то конфуза, именно потому что, говорят, сколько людей, столько и мнений. Вас запутают окончательно. И то, что видите вы, больше не видит никто. То, что чувствуете вы, не чувствует никто. Поэтому какой-то путь придется пройти в одиночку. Но так надежнее. Потому что, знаете, у вас будет огромное преимущество. Все практически возможности в ваших руках. Вам, даже если столкнемся мы с неожиданностями, а нам уже не одна карта об этом сказала, но тогда у вас больше у самого или у самой будет маневров. Но это ведь ваше желание, которое вы воплощаете в жизнь. Королева жезлов всегда воплощает свои желания в жизнь. И это карта сильных людей, повторюсь. И, знаете, магнетизм исходит от королевы жезлов. Поэтому с ней хотят дружить, с ней хотят общаться. Вы будете в центре внимания. У вас где-то окружение будет меняться, кстати. И, может быть, это даже будет касаться новых знакомых, новых людей. Но ведь это у нас бизнес-леди как будто, да, идет. Потому что она удачлива именно в деньгах, понимаете? Поэтому для кого-то из вас основной акцент будет сделан именно на вашем творчестве, на каком-то вашем проекте, может быть, на работе, на том, что, ну, как даже если заработать, мы говорим, деньги, именно потому что осуществить мечту вы хотите, то я тогда скажу, это действительно какая-то сумма вам понадобится. Поэтому, может быть, у кого-то тут такой вихрь перемен, когда нужно успевать и работать, и одновременно перемещаться. Вот у кого-то это может совпасть. Что произойдет неожиданно? Неожиданности, которые идут в вашу жизнь, на ваш порог. Ну, завершение. И для тех из вас, кому сейчас, вот словно в этой путанице, сложно выбрать что-то одно. Тут, правда, какое-то время мы как будто сохраняем и первое, и второе. Постепенно мы себя освобождаем, чтобы было больше сил. Но вот карта говорит, мы десятка мечей мы закрываем в прошлое дверь. Вот тут идет своим чередом. И у вас одна из сфер жизни, мои дорогие, это что идет на ваш порог. И где-то это, что происходит неожиданно. Это вы сами понимаете, проживая вот те события, которые скоро случатся. То, что я сказала по второму ряду, такие вот скорые, неожиданные, да? Где-то есть элементом неожиданности, как ускорение. Но вот потом, через какое-то время, вы сами можете обнаружить, а ведь правда был выбор, а тут как будто вам пространство Вселенной помогла одну сферу жизни или то, что наиболее важно, как будто вычленить или сделать на этом акцент, чтобы вы понимали. И вы, может быть, уже начали заниматься больше теми вопросами, которые, ну вот, идут нам словно по судьбе, да? Или что нам преподносит Вселенная или судьба, чем нам нужно прямо сейчас заниматься. Но это вот где-то будет в ближайшее время. И вы понимаете, что сами по себе отпадают те темы, которые уже неинтересны, когда уже даже не хочется оглядываться. Вот вы неожиданно сами осознаете, что вы уже закрыли в прошлое дверь, когда пройдете вот этот путь, о котором мы с вами говорили. Что произойдет неожиданно в ближайшее время? У вас будет, понимаете, больше
какой-то и уверенности в самом себе. И правда, появятся новые люди, новые связи, новые контакты. Вы будете отстраивать совершенно по-другому. Если прежде вы, может быть, больше действовали с позиции чувств, или кто вам нравится, с кем вам приятно общаться, тут у вас вообще концепция взгляда на мир и на людей поменяется. Почему? А потому что есть то, что вам нужно осуществить. По сути дела, это ваша цель. И вы будете готовы где-то изучать каждого человека, примерять его словно. В принципе, состоится дружба или какое-то партнерство или нет. Могу я доверять или нет. Ведь мы по рыцарю Пентаклей, ну, вот так вот идем медленно, но уверенно. Мы уделяем внимание деталям, потому что это всегда мы собой не должны рисковать. И это то, что неожиданно вы в себе как новые качества характера откроете. И, может быть, вы всегда так поступали, но теперь это все равно будет в какой-то, ну, совершенно новой проекции осознанности. И у вас будут новые люди, поверьте, которые на самом деле придут в вашу жизнь, и причем надолго. Что произойдет неожиданно? Да вы сами станете как маг-волшебник. Вы будете смотреть и на людей по-другому. Если вы понимали прежде, что вот один нравится, например, да, или через эмоциональный фон вы людей воспринимали, а люди вас воспринимали совсем в другом ключе. Вот так вот более либо материально, либо более прагматично. А вы не могли понимать, может быть, кто-то из вас, как можно так жить. Я как-то больше эмпат, вот вы могли так рассуждать. А тут вы поймете, что ну да, винить людей нельзя, потому что каждый ищет свое какое-то место под солнцем. И вы-то сами тоже будете думать так. И понимаете, вот, видимо, это самая главная часть. Это то, что для вас будет как неожиданные перемены. Вы измените не только ход мышления, но и отношение к людям. И вы понимаете уже, что да, если я действую точно так же, значит и в моих руках больше возможностей. Потому что, конечно, карта мага– это карта великого практика в первую очередь. И это не про магию. Но он себе не вредит. Он учится себя сохранять, мои дорогие. Вот вы будете учиться себя сохранять. И магами не рождаются, магами становятся. И, может быть, прежде чем мы достигнем какого-то уровня, нам приходится пройти какой-то очень сложный путь. Вы встретите вполне вероятно и людей, которых вы, ну, так интуитивно уже будете делить на тех людей, которые, к примеру, вам необходимы, ну, как именно плодотворное сотрудничество, или с кем вы, ну, будете иметь интерес продолжать отношения. Но сказать, что вы тут любовь встречаете по аркану маг, нет, я такого не могу. Вот даже обещать не буду, потому что тут другие темы у вас. Согласование, может быть, работа. Или раскрытие собственных талантов. Или пусть это переезд. Но или какие-то еще темы, когда на вас и люди будут оказывать тоже воздействие, влияние, тем самым заставляя вас менять отношение к ним. Но когда мы так более думаем осознанно, да, и осознанность в каждом шаге. То есть, если мы сделали бы что-то на автоматизме прежде, а теперь так не получится, мы понимаем, что мы как в новых условиях, в новой реальности. И нам нужно наблюдать за самими собою, что мы говорим, что мы транслируем, что мы делаем. Иначе это чревато ошибкой. Вам еще предстоит, мои дорогие, неожиданно столкнуться с такой ситуацией аркан башня. Может быть, я не исключаю, ведь это карта трансформации, мои дорогие. Когда будут трансформироваться, может быть, законы, системы, какой-то порядок, да, и вы-то к этому периоду должны подойти более чем ресурсно. Вот для чего нужно все то, что я говорила до этого времени. Потому что впереди неожиданно вы либо через новость, либо через информацию получите то, что ну надо же, а оказывается, все перевернулось или все видоизменилось. И вы к этому моменту можете быть уже достаточно ресурсными, мои дорогие, кстати. И тогда вы себя поблагодарите за то, что вовремя сориентировались вот в этом выборе. Для кого-то из вас
Смотрите, вот вы сейчас как будто продумываете два направления, да? Может быть, это для вас, знаете, как пространство открывает такой узкий коридор возможностей. Правда, я такое могу предположить. У меня, кстати, статья есть на сайте «Коридор возможностей». Я оставлю ссылку в описании под видео. Перейдите, прочитайте. Там именно с нумерологией связано еще тоже. И с планетарными транзитами это конец 25 и 26 год. Так вот для вас вот то, что вы сейчас думаете, может быть, сомневаетесь, переживаете, но явно существует то, когда вы себе скажете спасибо, что вовремя вышли, или у вас хватило решимости, сил, что-то, ну как, либо дополнить вот этим вторым вариантом. Может быть, почему нельзя отказаться? Потому что тут еще в будущем, то, что может быть для нас неожиданно, как будет какая-то в чем-то пауза или словно закрытый путь, вполне вероятно. И тогда вы себе скажете спасибо, что вот то, что когда-то было у вас через сомнение, теперь вам будет помогать. Вы еще столкнетесь с какой-то жизненной. Может быть, мы все столкнемся. Вот, кстати, я такое вполне допускаю, потому что три старших аркана. Вам как будто необходимо вот эту силу и переосмыслить в себе, да, мы говорим, все-таки маг, великий манипулятор. Тут не через настойчивость, а через правильное взаимодействие, через правильные контакты, через холодную голову и уж точно не через чувства. Так вот, к этому периоду вам как будто, когда начнет что-то меняться именно внешне, вы уже как будто эту силу должны накопить. И это скоро неожиданно. То есть, может быть, это и вообще на каком-то более глобальном уровне. Вы себя за что-то поблагодарите. Вот, кстати, девятка пентаклей – это карта финансового успеха. Или когда вы встаете, кто-то на ноги буквально, да, выходит из какой-то финансовой бреши. Главное, к этому есть возможность. А для кого-то из вас тут совершенно другое качество жизни может быть. Мы все разные, безусловно. Но вот все то, что я говорила, мы закрываем в прошлое дверь. Новые контакты, новые люди, новые, может быть, и инструкции, и детали. Причем что-то будет на долгий период времени. Может быть, вот именно как сама дверь в это прошлое закрывается, тут от вас уже даже не зависит. Но вы-то уже идете вперед. Вы как будто, знаете, как загадку ноу-хау, то есть как мне поступить, уже разгадали и сделали какие-то очень важные шаги. И потом вам, хоть к вам не с неба, вы как будто научились плавать в тех ситуациях трансформационных, которые мы не можем отменить. Правда, тут и мироуклад, миропорядок какой-то тоже может меняться. Но тогда это, знаете, как взять свою мечту. Вот у кого-то получится осуществить действительно свою мечту или даже желание. Давайте узнаем, так как изменится ваша жизнь, что изменит вас в конечном итоге, как изменится ваша жизнь. Хотя нам уже сразу тут где-то сказали, ну давайте итогово, как же изменится ваша жизнь. Здорово. Звезда – это когда сбываются наши мечты. И пусть самое главное не отказаться от своих намерений, целей, вот от этой мечты, которая вас, может быть, зовет за собой, да, может быть, на какое-то время вы и забыли, но эта карта также будет говорить о дистанции во времени. Кто-то из вас действительно переедет и останется в новом месте на долгий период времени, потому что иногда эта карта еще и расстояние. Кто-то может переехать очень далеко. Может быть, какой-то и будет транзитный момент. Я этого не исключаю. Но, тем не менее, это как конечная точка маршрута, когда мы счастливы. Звезда. И пусть вот эта невидимая нить, которая нас на сегодняшний день с нашей мечтой еще соединяет. Но тут, знаете, предать мечту – это как предать самого себя. Поэтому нужно быть честным с самим собой. И если вас кто-то предал, мои дорогие, тут есть разочарование. Самим себя никак нельзя предать. Знаете, это как
Та мечта, которая долгое время ждет своего часа. Но у кого-то это будет именно связано еще и с расстоянием. Воплощением какой-то идеи, как изменится ваша жизнь. Тут вы настолько изменитесь сами, кто-то окажется в другой общности, с другим менталитетом, кто-то будет изучать языки. И, может быть, вы и сейчас знаете не один язык, но, значит, тогда приготовьтесь, может, еще парочку придется. Тогда вы знаете, как это бывает, да? Ну, вот такое тоже вполне вероятно, потому что это мы как даже в другой стране далекой можем оказаться. Но мы ведь уже как будто имеем опыт. Мы уже знаем, вы уже проходили какую-то подобную стезю. Мы все разные. А для кого-то это будет означать именно, знаете, как ваша задумка, создание шедевра. Может быть, вот ваше творчество. Вы, может быть, пишете книги или пишете картины, и долгое время говорили, ну как я буду публиковать, например, или как я вынесу на суд общественности. Кому это надо? Да поверьте, надо. Вот тут кто-то может создать шедевр и получить популярность на весь мир, мои дорогие. По карте звезда нет ничего невозможного. И, видимо, как изменит вас жизнь. По семерке мечей нас учит жизнь первая. Тому, что не все полезно, как и люди, так и те вопросы, в которые мы включаемся. Люди имеют свойство обманывать и где-то манипулировать. Не без этого мы об этом с вами говорили, поэтому нужно ухо держать востро. Нужно уметь собой не рисковать. Поверьте, сохранить себя– это искусство. И по семерке мечей сохранять, допустим, я уже не говорю про карманы, но это будем кошельки, сумочки. То есть быть внимательному, я говорила, осознанному, да. Ну и буквально, может быть, нашу цифровую эпоху, пароли аккаунтов менять или проверять, куда вы, по каким ссылкам переходите, какую рекламу вы открываете. То есть научиться себя беречь и в информационном поле точно так же, в нашу цифровую эпоху. Вы как новый уровень безопасности вот начинаете осваивать. И если прежде мы говорили на эмоциях, на доверии, а теперь вы понимаете, да ничего подобного. Это мое доверие называется наивность. И я из-за этого пострадала, например, или пострадал. А тут нужно как-то... Мир меняется, но и мне нужно тоже как-то меняться. Как изменится ваша жизнь? Королева чаш. Может быть, у кого-то изменится и личная жизнь. Словно жизнь меняется, да? Королева чаш. Две карты королевы, а вот энергетика разная. Королева чаш, если прежде, допустим, да, это у вас было, вы согласились на какое-то ожидание, или вы согласились на какие-то отношения именно по наитию, надеялись на человека, или представляли его себе как-то вот, транслировал уже что-то человек, да, и вы верили, потому что это карта любящего человека, который альтруист, но временами этот альтруизм доходит до самопожертвования. А королевы Пентаклей нет, тут больше прагматики. Потому что это практика. Это та, которая, кстати, может создать шедевр. Или какую-то мечту воплотить в реальность. Она умеет из любого бардака и хаоса отстроить порядок. Отстроить с нуля благополучие. У кого-то, может быть, и правда завести семью. Познакомиться. Почему нет? К вам будет приковано внимание, вот к этому будьте готовы. Может быть, именно поэтому, потому что когда, в моем раскладе, по крайней мере, уже две королевы и больше, будьте готовы к тому, что о вас вообще могут говорить, как, знаете, какие-то пересуды за вашей спиной. И поэтому я к чему? Вам нужно держать марку. О себе много не рассказывать, мы много об этом уже говорили, тем самым себя сохранять. Ну и буквально кто-то будет менять имидж. Встречают по одежке, провожают уже по уму. Но все-таки первое мнение, оно наиболее такое, знаете, емкое, цепкое, яркое. Это то, что западает людям в душу. А мы говорили, будут новые знакомые, новые контакты, новые люди. И вы не просто так, да, это вот как бы мне так хочется изменить имидж, а вы это уже будете видеть как необходимость. А для кого-то по королеве Пентакли, правда, когда сбываются наши мечты,
когда вопросы дома, жилища решаются. И вы меняетесь, да и жизнь, качество жизни по этой карте меняется. Как изменится ваша жизнь. Ну, уже, наверное, я не буду тянуть. Я где-то прежде говорила, уже не тяну карты, потому что, ну, видимо, не такой простой путь. Вот как изменится. Вот была мечта, смотрите, да, а потом был когда-то обман. То есть как меняется, с чего на что меняется. Может быть, вы уже и прошли этот путь. И раньше, я говорю, вы думали, я просто чувствительный человек, а тут вы придете к выводу, да нет, я где-то и ошибок насовершала именно из-за своей доверчивости и наивности. И вот теперь вы перекладываете буквально каждое ваше действие и намерение в более такую организованную плоскость. Вы сами организуете свою жизнь. По десятке пентаклей, обратите внимание, девятка пентаклей, десятка. Тут есть какой-то прогресс и по финансам, опять же, тоже. Мы сказали о жилище. Вы буквально, может быть, приобретаете новое жилье, у кого-то так. Или, ну, по крайней мере, улучшаете свое жилье. Явно тут всегда по десятке пентаклей и дом, и семья, и сами стены, и внутренние, да, вот составляющая домочадцы. Здесь все имеет значение. И это новое качество жизни, заново повторяюсь, мои дорогие, скорее всего. Вот идете вы по направлению к звезде, и это длительная дистанция. Поэтому шаг за шагом вы выходите уже на более ровное шоссе, да, вот как мы говорили. Прежде чем мы выйдем на него, нам нужно пойти по какой-то узкий фарватер или узкий коридор. Может быть, где-то так и бочком приходится, но не без этого. Но когда идете к своей цели, у вас все получится. И тут сразу много вопросов решается. И дом, и финансы, и личная жизнь. Вот даже так может быть. Конечно, и вы изменитесь за эту дистанцию, и обстоятельства меняют кардинально вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что откликаетесь мне, пишите душевные такие комментарии. Я все читаю, правда, не всегда отвечаю, надеюсь на понимание, много всегда работы, но поверьте, вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.